Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по нашей планете. Туда, где привычные законы физики, кажется, перестают работать. Мы все знаем, что гравитация тянет нас вниз, вода течет с горы, а время движется только вперед. Но что, если я скажу вам, что есть уголки Земли, где эти правила ставятся под сомнение? Где предметы катятся вверх, вода взлетает в небо, а компасы сходят с ума? В этом видео я расскажу про 10 мест на нашей планете, которые бросают вызов всему, что мы знаем о физике. Мы не просто перечислим их, а разберем, что там происходит, почему ученые до сих пор спорят об этих аномалиях и какие малоизвестные факты скрываются за этими загадками. Начнем с Мьянмы, где на вершине горы Чайтио уже более 2500 лет балансирует огромный гранитный валун, известный как Золотой камень. Этот гигант весит десятки тонн, но каким-то образом держится на краю скалы, слегка покачиваясь на ветру. Местные жители верят, что его удерживает волос Будды, спрятанный под слоем золота, которым камень покрыт паломниками. Но давайте посмотрим с научной точки зрения. Кажется, что гравитация тут просто не работает. Как может такой массивный объект не скатиться вниз? Ученые предполагают, что это результат идеального природного равновесия. Точка опоры камня расположена так, что его центр тяжести находится в устойчивом положении. Интересный факт. В 2008 году группа исследователей пыталась измерить, насколько сильно его можно раскачать, и оказалось, что под ним действительно можно пропустить веревку. Но вот парадокс. Подобные камни есть и в других местах, например, в Индии или США, и некоторые из них со временем все-таки падали. Может, это просто вопрос времени, или тут действительно что-то большее, чем физика? Переносимся в Калифорнию, в городок Санта-Крус, где находится так называемая земля Прейзера, или таинственное место. Здесь в 1940-х годах Джордж Прейзер хотел построить дом, но что-то пошло не так. Дом получился кривым, и не потому, что строители ошиблись, а потому, что в этом месте законы гравитации ведут себя странно. Если бросить мяч по наклонной поверхности, он покатится вверх. Компасы тут отказываются работать, а люди, стоящие прямо, наклоняются под углом, словно их тянет неведомая сила. Ученые говорят, что это может быть связано с локальным нарушением магнитного поля Земли, вызванным залежами магнитных руд. Но есть и другая версия. Оптическая иллюзия, созданная рельефом местности и наклоном деревьев. Малоизвестный факт. Единственный предмет, который не поддается этой аномалии – обычная метла. Она стоит вертикально, как будто приклеенная к полу. Исследователи до сих пор не могут объяснить, почему именно метла игнорирует здешние странности. Может, это шутка природы или что-то более загадочное? Теперь отправимся в Шотландию, в район Эйршир, где находится гравитационный холм Электрик Брей. Здесь машины с выключенным двигателем начинают катиться вверх по склону, словно их тянет невидимая рука. Туристы обожают это место, а местные жители уже привыкли к такому чуду. На первый взгляд кажется, что гравитация тут выключена. Но на самом деле это классический пример оптической иллюзии. Угол наклона дороги обманывает глаз. То, что выглядит как подъем, на деле слабый спуск, и машина движется под действием силы тяжести, просто в противоположную сторону от ожидаемого. Но вот интересный нюанс. В 1930-х годах, когда это место только начало привлекать внимание, некоторые утверждали, что чувствуют легкое головокружение, стоя на холме. Может, дело не только в иллюзии, а в чем-то еще? Ученые пока не нашли доказательств, но слухи о магнитных аномалиях до сих пор ходят. Следующая остановка – Армения, дорога у подножия горы Арагац. Здесь происходит нечто невероятное. Если выключить двигатель автомобиля, он сам по себе поедет вверх по склону. А если налить воду на дорогу, она потечет не вниз, а в гору. Местные говорят, что подниматься на эту гору легче, чем спускаться, что само по себе звучит абсурдно. Наука объясняет это опять же оптической иллюзией. Рельеф местности создает ложное ощущение наклона. Но вот малоизвестная деталь. В 2015 году группа туристов заметила, что их электронные устройства, телефоны и GPS начинают сбоить в этой зоне. Это единичный случай или признак чего-то большего? Возможно, тут есть слабое магнитное возмущение, которое мы пока не можем измерить? Переносимся в Мексику, в пустыню под названием «Зона молчания». Это место прославилось тем, что здесь перестают работать радиоприемники, рации и даже спутниковые сигналы.
В 1970-х годах американская ракета случайно упала в этой зоне, и с тех пор конспирологи утверждают, что тут скрывается нечто аномальное. Компасы тут тоже ведут себя странно, а местные жители рассказывают о загадочных огнях в небе. Ученые считают, что причина в высоком содержании железа и урана в почве, которые создают электромагнитные помехи. Но есть одна деталь. В 2016 году здесь нашли обломки метеорита, возраст которого оценили в миллиарды лет. Может ли этот гость из космоса влиять на физику в этой зоне? Это пока остается загадкой. Возвращаемся в США, к знаменитой дамбе Хувера в Неваде. Здесь происходит любопытный феномен. Если вылить воду из бутылки над краем дамбы, она не упадет вниз, а взлетит вверх. То же самое с легкими предметами. Их подхватывает невидимая сила. Нарушение гравитации? Не совсем. Это результат мощных восходящих потоков воздуха, которые образуются из-за конструкции дамбы и перепада давления. Но вот интересный факт. В 1950-х годах инженеры заметили, что во время строительства некоторые металлические инструменты прилипали к стенам дамбы без видимой причины. Может, дело в остаточном магнетизме или в чем-то более сложном. Это до сих пор обсуждается. Теперь в Чили, где находится водопад, который течет вверх. Да, вы не ослышались. Вместо того, чтобы падать, вода устремляется в небо. Это явление замечено в районе города Кабо-де-Хорнос и связано с экстремальными ветрами, дующими с Тихого океана. Скорость ветра тут может достигать 200 км в час, что буквально вырывает воду из русла. Но вот малоизвестная деталь – местные рыбаки утверждают, что в безветренные дни водопад иногда все равно ведет себя странно, словно зависает в воздухе. Это пока не подтверждено наукой, но звучит интригующе. Остаемся в Чили, но переходим к другой аномалии – исчезновению озера Риеско. В 2016 году этот водоем площадью 14 квадратных километров испарился за одну ночь. Утром на его месте осталась пустыня, а 25 тонн рыбы просто пропали. Ученые до сих пор спорят, был ли это разлом в земной коре, поглотивший воду, или аномальное испарение из-за подземной активности. Интересно, что местные жители за несколько дней до этого замечали странный гул из-под земли. Может, физика тут ни при чем, а дело в геологии? Или это нечто, что мы пока не можем объяснить? Переносимся в Польшу, в кривой лес близ города Грифино. Здесь около 400 сосен растут с изогнутыми стволами, словно кто-то специально их согнул под углом 90 градусов. Ученые предполагают, что это результат сильных снегопадов или действий фермеров в 1930-х годах, которые могли формировать деревья для нужд строительства. Но вот загадка. Почему только эти деревья, а не соседние, приняли такую форму? Некоторые исследователи выдвигают теорию о слабом гравитационном или магнитном аномальном поле, повлиявшем на рост. Пока это только гипотеза, но выглядит лес жутковато и завораживающе. И, наконец, Туркменистан, где находится кратер Дарваза, или Врата Ада. Этот газовый кратер горит с 1971 года, когда советские геологи случайно подожгли метан. Огонь не гаснет уже полвека, и кажется, что законы термодинамики тут работают как-то иначе. На самом деле метана под землей так много, что он поддерживает горение бесконечно. Но вот любопытный факт. В 2013 году исследователь Джордж Каронис спустился в кратер и обнаружил там бактерии, которые выживают в экстремальной жаре. Как они адаптировались к таким условиям? Это еще одна загадка природы. Вот такие удивительные места есть на нашей планете. Некоторые из этих аномалий – просто иллюзии или результат природных процессов, которые мы уже понимаем. Но другие до сих пор заставляют ученых ломать голову. Что это? Игра природы, недостаток наших знаний или, может быть, намек на то, что физика не так проста, как кажется? Напишите в комментариях, какое из этих мест вас удивило больше всего и хотели бы вы там побывать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. Впереди нас ждет еще больше загадок. До встречи!